Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня на обзоре у нас новинка. Новинка от китайской фирмы Трубач. Советский, корабельный, военно-транспортный вертолет К-29 в 35-м масштабе. Стоимость набора в нашем интернет-магазине 5934 рубля, без учета личных скидок. Внутри этой внушительной коробки имеется металлическая втулка, фототравление, декаль и инструкция для сборки и много-много пакетов с литниками. Модель большая. Длина собранной будет составлять около 379 мм. Диаметр винта около 455 мм. Деталей тоже много, более 370. Первый литник перед вами. Фюзеляж вертолета. Сразу вас обрадую, что данная модель содержит полный интерьер, как и кабины, так и транспортного отсека. Есть, конечно же, и двигатели. Есть клепка. Все проклепано, все как надо. К-29 – это развитие вертолета К-27. Выпущено их было с 1984 по 1991 года всего 59 штук. К-29 должны были вместе с К-52К служить на вертолетоносцах «Мистраль». Ну, вы, наверное, помните эту историю. Но не срослось. Литник со стабилизаторами и килями вертолета. Каждая из деталей здесь располовинена, но это не страшно. Если на стабилизаторе руль высоты отлит вместе с ним, то на киле руль направления и предкрылок уже идут отдельными деталями. Следы толкателей, ну конечно же, есть. Но есть там, где их видно точно не будет. Третий литник с потолком. Тут одной деталью и потолок транспортного отсека, и кабины летчика и штурмана-оператора. Задняя часть транспортного отсека. На верхней части кабины есть приборная панель с обозначенными индикаторами приборов. Окрашивать ее самому не нужно. Индикаторы присутствуют в декалях. Литник с интерьером кабины. Воздухозаборниками двигателей. Ну, конечно же, здесь все внимание на приборную панель. С ней нужно поработать хорошо. Видно ее будет прекрасно. Как я уже и сказал, что приборы имитированы в пластике, что есть декаль в комплекте на нее. Я вот лично очень надеюсь, что такие российские монстры Микродизайн и Quinta Studio в скором времени выпустят соответственно фототравление и 3D декали на данную модель. Здесь они очень нужны. Красота будет нереальная. Ну, вернее, даже реальная. Следующие два литника – это лопасти винтов. Конструкция у 29-го имеет трехлопастные соосные несущие винты противоположного вращения. То есть рулевого винта у данного вертолета нет. Лопасти выполнены уже с прогибом. Греть и изгибать их не придется.
Вот как раз и второй литник с 3 лопастями. Но тут все то же самое, что и на первом. Останавливаться не буду. Что здесь мы имеем? Вижу вставки с внутренней части транспортного отсека, перегородку между ним и кабиной. К-29 может эксплуатироваться в двух вариантах – боевом и транспортном. В транспортном варианте позволяет брать на борт до 16 десантников с личным вооружением. Интерьер транспортного отсека проработан великолепно. Имеется даже вся проводка над потолком. Ну, просто чудо какое-то. Литник с колесами и двигателями. К-29 оснащался двигателями ТВ-3-117ВК с завода Motor Sich. Такие же двигатели ставились на вертолеты Ми-24. Ну, почти такие. Без аббревиатуры К. Мощностью двигателей каждый по 2250 лошадиных сил. Крейсерская скорость вертолета 235 км в час. Максимальная скорость в горизонтальном полете 280 км в час. Колеса отлиты двумя половинами. Есть неплохой протектор. Надписей на бортах нет. Хотя должны они там быть или нет, не знаю. Четких фотографий с ними не нашел. Но искал недолго и плохо. А вот имитация нагрузки должна быть. Ну, хотелось бы точно. В этих колесах ее нет. Остальные детали на данном литнике посвящены двигателю, который будет в итоге не виден. Ну, если честно быть. Кресла пилота и штурмана проработаны очень недурно. Каждая выполнена из 4 деталей. Привязные ремни идут фототравленные. Следующий литник. Настил пола и детали втулки несущего винта. Настил проработан также недурно, как, собственно, и вся модель в общем. Втулка винта состоит из огромного количества деталей. Автомат перекоса, соединительные тяги, тяги и рычаги изменения шага лопасти. Данный литник с консолями подвески вооружения, стойки основных опор шасси, гиромагнитный корпус, как я понимаю, здесь также присутствует. Консоль подвески вооружения сделана двумя частями. Пилоны отлиты отдельными деталями. По 2 точки на каждую консоль. И дальше у нас остались литники с подвесным вооружением. Подвесного вооружения в наборе полно. Первые 2 одинаковых литника перед вами. Здесь четко прослеживаются блоки наров B8V20A, по 2 на каждый литник. Всего 4 получается, после несложных расчетов. Здесь же обитают пилоны и очень что-то похожее на пусковые контейнеры Птур-Штурм. Если ошибаюсь, поправьте. Еще 2 одинаковых литника с подвесным вооружением. Что мы вообще имеем? А имеем мы бомбы ФАБ-50, ФАБ-100, ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500, СБ-500, ФАБ-250, ЗАП-100, блоки НАР 32А24, пусковые блоки Б8В20А для ракет С-8, но о них я говорил. Есть подвесные топливные баки ПТБ-450, универсальные пушечные контейнеры УПК-23250, универсальные вертолетные гондолы ГУФ-8700, ну или 9А669,
И даже контейнеры малогабаритных грузов КМГУ-2. Вот и все. Это более чем достаточно, я думаю. Остановитесь уже. Литник с прозрачными деталями однозначно есть. И вот он. Площадь остекления просто огромная. Это я к тому, что интерьер кабины будет как на ладони. Надо прям в него душу вкладывать. Литье отличное, все прозрачное, без искажений, гладенькое все. Еще позитива. В понедельник будут доступны и окрасочные маски под него от SX Art. Точно знаю, поверьте мне. Плата фототравления. Решетки имеются. Привязные ремни доступны здесь. Металлический пруток для втулки винта. 2 листа декали в комплекте для 4 вариантов окраса. Есть опознавательные знаки, есть техническая информация. Декали для подвесного вооружения и индикаторы приборов на приборную панель в кабину. Инструкция черно-белая, на 2 языках, английском и китайском. Содержимое набора. И подробнейшие шаги сборки. И на последней странице схема размещения подвесного вооружения на пилоны. И, судя по схеме, вешается все и везде. Схема окраски и размещения декалей цветная. 4 варианта, что я озвучил ранее. Модель показана со всех ракурсов, что очень и очень удобно. По окраскам что? Номера красок даны под фирмы Мистер Хобби, ну или Ганза, Валеха, Model Master, Tamiya и Humbrol. Это из известных мне. По вооружению тоже информация имеется, как по цветам, так и по декалям. Отличная модель, как по мне. А вам как? Приобрести К-29 в 35 масштабе вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. А на этом я заканчиваю на сегодня. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков. Хороших вам сборок!